Внимание, внимание, минуточку. Как бы я отреагировал на такие требования? Ты хочешь сказать, что спорт вне политики? Чё, она вот прям вот так вот взяла, вышла и показала всему стадиону Вот так. под белым флагом, под нейтральным, без гимна, без музыки, без поддержки, без всего. Кокаин у нее нашли. Реально сказал, идите вы нахуй, мы устроим свои соревнования. Ну и все. Дорогие друзья, всем привет. Тема нашего подкаста сегодня — это спорт вне политики. На мой взгляд, очень актуальная тема. Что вообще происходит с нашими спортсменами, с олимпийскими чемпионами? Чем они сейчас занимаются? Допускают ли их к соревнованиям? Что вообще в мире спорта происходит? И как живут наши спортсмены сейчас? И чтобы разобраться в этом вопросе, я позвал сегодня в гости моего друга Егора Райса. Привет. Дорогие друзья, всем привет. Да, действительно, тема спорта. Ну, она, во-первых, всегда была актуальна, но в последнее время ее актуальность потерялась за счет того, что нет международных соревнований, нет соревнований под грифом «Россия впереди планеты всей». Потому что, естественно, всем понятно, что когда российские спортсмены выходят на любые там международные соревнования, что пьедестал они будут делить в любом случае. Да. Извини, Егор, я тебя немножко перебью, ты просто так сходу сразу ворвался в тему. Хотя бы тебя представить, да, просто нашим дорогим зрителям. Вот смотри, у меня написано, что ты являешься спортивным психологом, спортивным агентом и спортивным блогером. Не соврал. Не соврал, да? Правильно я могу понимать, что вот опираясь на данные регалии, можно сделать вывод, что ты в целом изнутри знаешь кухню, спортивную кухню, да, ты знаком со многими олимпийскими чемпионами, с чемпионами международных соревнований, то есть ты прям в этом варишься непосредственно. Ну, не то, что я прям варюсь, но в целом плюс-минус так оно и есть. И, ну, как правило, все международники, да, победители международных соревнований, они в целом тоже стараются попадать там на Олимпийские игры. Но да, так оно и есть. Отлично. Слушай, ну давай тогда мы начнем сразу с вопроса, а как обстоят дела со спортом в России сейчас? Да как они обстоят? Тяжело они обстоят, потому что обстановка в целом сложная, спортсменов не допускают до международных соревнований, и, ну, такой общий какой-то негативный занавес, он, естественно, имеет место быть, потому что спортсменам тяжело. Тяжело по причине того, что большинство спортсменов, да, есть такой, ну, я не знаю, не то, что прям навешенный над них какой-то ярлык, что спортсмен ничего не умеет, кроме спорта. Это, естественно, не так. У меня есть огромное количество знакомых спортсменов, которые там развивают свой бизнес и пишут свои книги и так далее, и так далее. Но просто действительно, когда ты там с 6 лет профессионально, в прямом смысле слова, с 6 лет ты профессионально занимаешься там по 3-4 раза в день, то у тебя там возникают проблемы с образованием, потому что ты просто не можешь физически тратить на это. Ну, ты посвящаешь всю свою жизнь, Естественно, да, мы возьмем наших там синхронисток, мы возьмем наших гимнастов, которые тренируются там по несколько раз в день и добиваются там высочайших результатов. То есть они приезжают, вон, допустим, наши синхронистки, опять же, это удивительная сборная. Алла Шишкина, 14-кратная чемпионка мира. Она рассказывает. Мне кажется, это вообще недосягаемо. Ну, то есть она в прямом смысле слова говорит, да, то есть она приезжает на Олимпиаду, их там встречают другие делегации из разных стран, и такие, синхронистки, ну, здесь все понятно, это золото. Боремся за второе место, то есть вот так, да там и бороться не с кем, потому что там отрыв колоссальный. И действительно, когда ты на таком уровне находишься, ну, тебе в прямом смысле там не до учебы, не до работы до какой-то, да, а когда ты попадаешь в реалии того, что происходит сейчас, и ты понимаешь, что ты в действительности жил там всю свою сознательную жизнь спортом, и тебя в какой-то степени лишают дела всей твоей жизни, ты задаешься вопросом, а что мне делать? Куда идти? Чем заняться? А я больше ничего не умею. И вот это один из тех вопросов, которые задают спортивному психологу. Я ничего не могу больше. Я хочу заниматься спортом. И действительно, там кто-то идет в тренерскую историю, кто-то открывает свои школы, но чтобы открыть свою школу, для этого нужны
деньги, б, связи, с, профессионализм и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не так просто, как кажется. Да тут как бы недостаточно, несмотря на то, что ты, если олимпийский чемпион, да, высоких регалий. Ну, конечно. Этого недостаточно, даже с точки зрения как бы профессиональных, да, навыков. Тут надо как бы еще профессионалов в сфере бизнеса себя прокачивать. Это очень много. Естественно. Много Поэтому, камней. да, вот этот вот вопрос, что делать и как быть, огромное количество спортсменов, которые, я могу сказать, что они еще бы точно выиграли там определенного рода медали, может быть, не золотые олимпийские, но огромное количество спортсменов сейчас завершили карьеру, потому что они понимают, что ехать в Париж под грифом флага... Белого флага, да, то есть мы не сдаемся. Но нет, так не пойдет. Какие-то ограничения, которые штампуются ежедневно, и антидопинговая международная организация ВАДА каждый день подкидывает тебе какие-то сюрпризы, которые говорит, что завтра вот мы придумаем для вас это, завтра мы придумаем для вас то, и наши спортсмены обязаны всем этим условиям и критериям соответствовать. Они соответствуют этим критериям, через неделю им говорят, мы вот подумали, а давайте попробуем вот без флага. А давайте вы не будете выходить на церемонию открытия. А давайте вы будете выступать исключительно в индивидуальных видах спорта, а не в командных. Ну и вот это вот капание на мозги. Да, и то, что вы не Россию представляете, вы как бы спортсмены, представляющие, да, как там, Россию или что? Или ОКР, например. Что да. это? Что Олимпийский комитет России. Но здесь тоже такая забавная история, что палка о двух концах, в том смысле, что когда мы приехали на Олимпиаду в Токио, мы были под флагом ОКР, естественно, все знали, что это Россия. Ну, да. То есть здесь сработало наоборот. Идет ОКР, и все такие, это же Россия, все понимают. То есть это как бы и хорошо, но с другой стороны тоже, когда ты понимаешь, что у тебя там 400 спортсменов приехали за золотыми медалями, но все они там проходят ежедневно по несколько раз, то какие-то антидопинговые пробы, то это еще было все в период ковид, да, то есть им постоянно надо сдавать эти мазки. Это очень сложно. Мы здесь разговариваем об этом, сидя в уютной студии, а они там с утра до ночи занимаются тем, что сдают пробы, им нельзя там, они едят раздельно, спят там в таких условиях, то все, 5-е, 10-е, это, конечно, тяжело. Это если мы говорим исключительно там про процесс, как ты говоришь, внутренней кухни. Ну да. А как вообще в целом спортсмены реагировали? Коли мы коснулись темы ВАДА, Олимпийского комитета, как вообще спортсмены реагировали на вот эти, скажем так, требования выступать по как ты думаешь, как они реагировали? Класс! Тяжело все переживают, потому что, во-первых, у России есть очень приятная история, связанная с призовыми. То есть, когда ты выигрываешь, да, допустим, ты берешь золотые медали, серебряные, бронзовые и так далее, у тебя есть определенный, номинал, который ты получаешь за выигрыш. Там, допустим, в США этот номинал там равен абсолютно там месячной зарплате спортсмена, грубо говоря. То есть у них в США работает иначе. Там каждый спортсмен, маломальский, даже выходящий из колледжа, с ним заключают контракт спонсоры. Nike, Adidas, Puma, Reebok и так далее. У нас эта схема работает иначе. У нас высокие призовые. То есть, соответственно, спортсмен из США приезжает, он там получает, я образно говорю, я, если честно, цифры точно не знаю, там за золотую медаль он получает там 20 тысяч долларов. У нас призовые, по-моему, за золотую были 3,5 миллиона или 5. Плюс у нас есть автомобиль, да, который дается. То есть ты понимаешь, за что ты борешься. Это в прямом смысле слова, помимо там золотой медали, которую ты получаешь, да, которую ты жаждал там всю жизнь, это твой какой-то конечный этап в спортивной карьере. То есть не конечный этап, да, а как достижение определенной самой высшей цели. Выше куда. Да. Но ты при этом это можешь монетизировать. Ты можешь получить там деньги, автомобиль и так далее. То у спортсменов там из США, например, для них это просто, очередные соревнования, потому что они получают большие спонсорские гонорары. Поэтому у нас эта история, она немножко иначе происходит. И спортсмен, который там получает отказы, спортсмен, который дисквалифицирован или еще что-то, это, естественно, связано с его заработной платой в первую очередь. И это бьет, как говорится, по карману.
То есть это такая достаточно весомая сложность. Слушай, коль коснулись Олимпийских игр, давай поговорим про Паралимпийские игры. С удовольствием. Слышал, что там вообще какой-то скандал вообще разразился, да? Ну, ты понимаешь, в чем дело? На самом деле здесь скандал на скандале. И в прямом смысле скандалом погоняет, потому что вот были выдвинуты определенные, опять же, требования. То есть к нашим спортсменам тема подкаста сегодня «Спорт вне политики». Да. К нашим спортсменам выдвигают требования, к паралимпийским спортсменам. Для меня это вообще отдельная каста людей, люди с совершенно неограниченными возможностями. Я считаю, что это уникальные люди, и мне представилась огромная честь пообщаться с большим количеством из них, даже с некоторыми поработать. Для них выдвигаются требования из разряда, как раз вот я уже проговорил, что никаких командных видов спорта, выходить без, там, естественно, гимна, без флага, не посещать церемонию открытия, не посещать церемонию закрытия. То есть спортсмены должны приехать. В чем смысл вообще? Спортсмены должны приехать, выступить где-то там, что-то там, очевидно, без аплодисментов, без поддержки, без музыки, без всего, и уехать. Ну, то есть, и все это еще сопровождается гонениями там со всех сторон. Ну, это просто скотские какие-то отношения. Просто речь идет о том, что это паралимпийцы. Это люди, которые заслуживают вообще максимального доверия, внимания, уважения. И если мы действительно говорим о том, что спорт вне политики, я считаю, что это самая политичная история. Вот, слушай, давай я тебя просто подхвачу, да, касаемо, опять же, темы спорта вне политики. Мне кажется, что, в принципе, нету в мире ничего более политизированного, чем Олимпийские игры. Ну, в этом и есть весь сарказм. Это как бы изначально создавалось именно под, скажем так, проведение страной внешней, а может быть даже и глобальной политики. Потому что, ну, сам принцип Олимпийских игр заключается в чем? То, что команда представляет своих лучших спортсменов, сильнейших в мире, которые сражаются на международной арене. И, соответственно, это знак остальным странам, то, что, ребята, смотрите, что олимпийцы наши могут. Я уже с точки зрения сейчас, да, ну, таких да нет, конфликтов, все да, если расцениваем, то, что правильно. Не стоит суваться сюда, потому что мы сильнейшие. Ну, так оно и есть. Так оно и есть. И говорить, что да, это что... Слушай, оно изначально так и было, и здесь просто речь идет не о том, что спорт — это там политика давления, а здесь идет речь о том, что, ну, действительно, это какой-то показатель. Для меня, вне зависимости там, от политических взглядов, я очень далек от политики, но ситуация складывается таким образом, что я всегда... Ну, было бы, наверное, странно говорить иначе. Я всегда болею за наших спортсменов. Ну, то есть я когда слышу наш гимн, я когда вижу наших на пьедестале, то есть я в прямом смысле, я смотрю Олимпиаду, потому что это вот то, что действительно там греет внутри. Я очень скептически отношусь к нашему футболу, потому что, ну, я дико извиняюсь, но... Уровень футбола у нас в стране очень низкий. И он низкий не от того, что там им платят много денег, да, вот эти вот разговоры, которые ходят вокруг. Нет. Почему у нас плохой футбол? В АПЛ, мы сейчас вернемся к этому вопросу. В АПЛ, в английской премьер-лиге, тоже платят огромные деньги, побольше, чем нашим, но АПЛ находится на самом высоком уровне. Здесь речь идет о том, что, опять же, мы возвращаемся к футбольным школам, мы возвращаемся, да, Валерий Карпин говорил о том, что у нас просто система вот этого вот обучения футболистов, она, ну вот, очень далека от системы обучения в той же Германии. Очень потрясающие слова говорил Леонид Викторович Слуцкий, причем на передаче «Вечерний Ургант», что самое интересное, рассказывал, когда он приехал тренировать команду за границу из 2-го дивизиона Англии. Он говорил о том, что там каждый человек занимается своим делом. То есть если у нас баба Нюра на стадионе Лужники тебе экскурсию проведет, и полы там помоет, и заодно продаст какие-нибудь билеты, то он там говорил, что там есть кабинет образно там массажистов, там будет 10 массажистов, и каждый отвечает за свою часть. То есть один делает массаж икр, другой делает там массаж ступней и так далее. И при этом у тебя закрыты рабочие места, при этом у тебя каждый профессионально знает свое дело и относится к нему с уважением, ну и так далее, ступень за ступенью. У нас школа футбола, к глубочайшему сожалению, развита на каком-то немножко, наверное, другом уровне.
Ну и, в принципе, профессионализм оттачивается, наверное, как-то иначе, если мы там не можем из года в год, да, сыграться, да, если мы говорим там про сборную России, у нас была сборная России 2008 года, которая там Голландию обыгрывала. И, ну, на этом как бы все. Подожди, а с испанцами вот это было, это в каком году было? Это был наш чемпионат мира, 2018 год. Ну вот, получается. Слушай, ну это какие-то, наверное, отголоски прошлого, потому что, ну, мы могли и дальше проходить. Ну, в целом, мы да. удивительно сыграли с хорватами, но Паненко от Смолова, к сожалению, нас лишила возможности пройти дальше. Но разговор не об этом. У нас есть действительно классные футболисты, которые показывают там, уровень футбола из границы. То есть у нас есть там... давай вернемся к моей любимой цитате «Ваши ожидания, ваши проблемы». Андрей Аршавин замечательный. Ну, то есть я считаю, что он уникальный футболист. Но Однозначно. он при этом свой профессионализм в прямом смысле слова похерил. То есть он мог стать одним из величайших футболистов, представителей там, нашей страны. Но он, к сожалению, выбрал путь там ленивого человека, которому проще там рекламировать Lay's. Ничего плохого в рекламе Lay's нет. Но помимо рекламы Lay's можно там тренироваться и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда у тебя есть такой потенциал и талант, конечно, его нужно развивать, а не только рекламировать Lay's. Ну, на самом деле, уникальный человек. Я восторгаюсь Аршавиным как футболистом, но, к сожалению, мне очень жалко, что я не увидел его... На пике, да, скажем так? То есть Ну, там нет, еще у него расти. был пик, да, когда он играл там за Арсенал, и удивительный матч против Ливерпуля, когда они сыграли 4-4 на Энфилде, и замечательный матч там против Барселоны, но дело не в этом. У него карьера могла, ну, чуть ли там не по сей день продолжаться. А она достаточно быстро там закончилась. Ну, в общем, таких примеров достаточно много. Также у нас есть Александр Главин, Миранчук, который, в принципе, показывает, там, один играет в Монако, уже там 200 матчей отыграл за Монако, много лет играет. Миранчук играет в Аталанте. Ну, есть еще и другие футболисты, которые играют. Очень жалко, что там Черышев в последнее время чуть-чуть подсдал в Испании. Но в целом есть футболисты, которые точечно могут тебе показать пример, что футбол-то он есть, просто его нужно развивать. Также на самом деле касается всего. Всех видов спорта в целом. Абсолютно, абсолютно. И мы возьмем наш паралимпийский комитет. Это для меня вообще что-то такое непонятное. То есть наш паралимпийский комитет выглядит как ну, что-то застрявшее там в 90-х. И это не попытка... Извини, что перебил. А в чем именно застрявший в 90-х? Во всем. Вот за все, за что ты не возьмешься, да, то есть это как будто какой-то вот... Ну, отсутствие какого-то развития. То есть я не вижу, чтобы там было что-то новое, какие-то инновации, что-то интересное. Это касается там и всех социальных сетей в том числе, да. То есть мы живем в 2024 году. Мы записываем подкасты. У нас есть нейросети. Эту тему можно развивать, тоже бесконечно, тебе, как профессионалу в области нейросетей. Но когда ты имеешь какое-то дело с Паралимпийским комитетом России, ты сталкиваешься с тем, что такое ощущение, что как будто ты вот окунулся в 90-е. Это касается любых взаимодействий там со спортсменами, это касается, опять же, да, там какой-то активной сферы социальной деятельности. Ну, то есть мы уже немножко уходим вперед, уже надо делать эти шаги. Слушай, а с чем это связано? С тем, что как бы люди сидят того поколения, то есть не обновляется в том числе, состав? В том числе. Молодежь не привлекают? В том числе. Почему? Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Если бы я знал ответ, я бы ответил. И, к сожалению, повторюсь, что я не могу сказать, да, что там вы плохие, ты хорошая, я плохая. Я не могу сказать, да, что вот вы плохие, вы классные, там, вы интересные, а вы нет. Я говорю со своей точки зрения и понимаю, что, оглядываясь на другие примеры, я вижу, как можно. И, ну, то есть, да, когда ты хочешь что-то изменить, начни с себя. И вот я пытаюсь начинать с себя, и мне кажется, что говорить об этом, это, наверное, уже, ну, наверное, что-то вот
первостепенное. Потому что действительно, если вы сталкиваетесь с тем, что там ваших паралимпийских спортсменов задвигают таким вот образом и говорят им, что вы выходите там под белым флагом, вы не выходите на церемонию открытия, а вы там участвуете только в индивидуальных соревнованиях, с этим нужно что-то делать. Придумывать для этих паралимпийских спортсменов какие-то свои соревнования. Нужно их как-то монетизировать, эти соревнования, чтобы паралимпийским спортсменам было на чем заработать. Нужно придумывать для них какие-то классные кампании, какие-то классные рекламные ролики. То есть делать. А у нас такое ощущение, что никто ничего не хочет делать. То есть у нас есть какой-то ГОСТ, у нас есть какие-то установки, у нас есть какие-то, я не знаю, исключительно потребности каких-то людей, и на этом все как будто останавливается. И возникает вопрос, а вы чего-то хотите? Это как будто мы возвращаемся к футболу. У нас, повторюсь, у нас есть и в футболе классные спортсмены, классные футболисты. И у нас очень много игроков. И это действительно очень тяжело пробиться на такой уровень, как там российская премьер-лига. Это правда сложный путь. Но при этом вот они пробиваются, и как будто все замирает, все останавливается. И я не понимаю, почему так. То есть мы возьмем в пример того же там Криштиану Роналду. То есть для меня это действительно там пример спортсмена и человека, который в прямом смысле слова не останавливается на достигнутом. То есть вот чем Аршавин хуже Роналду? Я понимаю, что вопрос смешной, но в целом чем он хуже? У него есть 2 ноги, у него есть 2 руки. Пожалуйста. Но ты выбираешь рекламу Lay's, и на этом останавливаешься. Ты заработал своих денег. Слушай, я просто далек от футбола. Я далек от Аршавина. От Аршавина уж тем более. Я просто как бы не знаю всю эту историю, что произошло. То есть он просто подписал контракт с Лейсом, начал рекламировать, и все, и как бы перестал играть в футбол. Но или на что? самом деле, естественно, я утрирую и просто прицепился к этим Лейс. Но после них он стал значительно хуже играть. Объелся, наверное. Слушай, про него очень много классных футболистов, мировых футболистов. Если честно, не вспомню. Вейра, Зайдоров, кто-то из них говорил, что удивительно потенциальный игрок. Аршавин двуногий, быстрый, он бьет с 2 ног. Это далеко не у всех топовых футболистов есть такой скилл. Он техничный, у него хороший удар, у него очень классный интеллект футбольный, что тоже тебе добавляет там огромное количество бонусов на поле. Но как будто вот он дошел до стадии, когда у него все это происходит самостоятельно, а развивать он это не стал. То есть одного таланта недостаточно. И мы возвращаемся к Криштиану Роналду, да, то есть у нас есть визави Криштиану Роналду и Лионель Месси. То есть 2 удивительных футболиста, которые, ну, там, действительно, там, последние 20 лет завоевали абсолютно там весь мир футбола. Но один, Лионель Месси, это абсолютно уникальный футболист, который, ну, да, инопланетянином его называют. И Криштиану Роналду, который обладает этим талантом. То есть он сделал себя сам как футболист. То есть это питание, это тренировки, дисциплина, мотивация, режимы и так далее. И назвать и сравнивать их в целом крайне, наверное, неправильно, потому что они абсолютно разноплановые, но они абсолютно удивительные при этом. И здесь, в пример Аршавина, ну, что у тебя, ну, на тебя надеялись. Ну, он как ответил? Ваши ожидания, ваши проблемы. Я не против того, что он там ушел в итоге в Кайрат, и там, кстати, играл неплохо, но, блин, было бы здорово, если бы он играл дальше. И было бы здорово, потому что он классный футболист. Мне просто там... Я не переживаю по этому поводу, но мне просто правда жалко, потому что он мог добиться очень высоких результатов. Он и так попал в какую-то, наверное, касту невероятных игроков за счет своих достижений, но в целом могло бы быть и лучше. Кстати, давай поговорим, вернувшись к теме Олимпийских игр. Ведь, ну, страна, по сути, наша, она способна на то, чтобы выстроить на своей базе международные соревнования. Тому пример, вот недавно открывшиеся Игры будущего.
Сколько стран приехало? Если я не ошибаюсь, больше 150, да, наверное? Сразу отвечаю, парирую и давай. предлагаю. Давай. Начнем с того, что я вообще в силу своей профессиональной деятельности психологически высоко эмпатийный человек. И, для меня это тоже там крайне переживательная история, потому что, повторюсь, как я и сказал ранее, паралимпийцы для меня это супер люди. Вот так. То есть здесь порой ты сталкиваешься с тем, что тебе днем говорят: блин, я так устал, у меня нет сил, мне нечего делать, я очень ленивый. Извини, прямо сейчас вот держи мысли, я перебью. Мне кажется, что вообще в целом олимпийцев, паралимпийцев это должны быть просто наши супергерои. Этих людей, должны просто знать все в лицо. Вот по факту. Лёш, это маркетинговая история. Здесь мы сейчас к этому вернемся. Хорошо, давай. зафиксируй. Я зафиксирую, вернемся. У себя в голове. Я продолжу про эмпатийность и Да. про то, что действительно очень... я на себе это тоже перенимаю, как гражданин своей страны. Мне некомфортно, что у нас там Даню Милохина знают больше, чем Анну Вяхереву. Я не знаю, кто это. Анна Вяхерева — это одна из лучших, наверное, гандболисток планеты. Олимпийская чемпионка по гандболу, которая играла за наш прекрасный Ростов-Дон. И, то есть вот тебе очередной пример. Да. То есть ты не знаешь, кто это. И это не твое упущение, что ты не знаешь. А в целом это упущение того, что маркетинговая история у нас не работает так, как в США. Это не плохо или хорошо, это просто факт. Как я сказал ранее, в США заключаются контракты с известными мировыми брендами уже тогда, когда ты выходишь из колледжа. У нас этой истории нет. У нас все как будто работает немножко по-другому. В лучшем случае ты получишь этот контракт, когда ты станешь олимпийским чемпионом, да? Для этого нужно просто пройти путь. Да, понимаешь? Либо ты встрянешь в какой-то допинговый скандал, либо ты встрянешь еще в какой-то скандал. Тогда ты получаешь. У нас медийность, она другая. Здесь ничего не поделаешь. Но мы возвращаемся к вопросу еще одному, поднятому в этом блоке. Нужно что-то делать. Вообще в целом, чтобы что-то получать, нужно что-то делать. И говоря про игры будущего, это один из, наверное, этапов, первых. И, конечно, у нас хватает ресурсов. У нас хватает ресурсов на все. Я в последнее время себе очень часто повторяю фразу в голове, что любой человек, абсолютно любой, способен на все. И наши паралимпийцы — это яркий пример. Одно из доказательств и подтверждений. И когда ты говоришь, что ты устал, тебе лень или еще что-то подобное, очень классно работает оглянуться на паралимпийцев и увидеть, какие они красавчики. В прямом смысле слова. И за ними действительно интересно наблюдать. Для меня гораздо прекраснее пример Даши Пикаловой, нашей паралимпийской пловчихи, которая сейчас супер классно показывает о том, как здорово плавать. У нее проблемы со зрением. И то есть она какие-то удивительные вещи. То есть человек плохо видит, при этом плавает так, что ее олимпийский чемпион не догонит, понимаешь? Это очень здорово. То есть даже так? На супер уровне. То есть это прям заслуженный мастер спорта. То есть на таком уровне она плавает, понимаешь? И у нее тоже огромное количество медалей. Она ездила на Паралимпийские игры в Токио и взяла все-таки свое золото на Паралимпиаде. И она сейчас молодец. Она сейчас старается развивать именно свое... Личный бренд? Не то, что личный бренд, а она пытается через плавание показать, что соберись. Ты можешь, в прямом смысле слова. И эти разговоры в пользу бедных, что нам не дают здесь, а нам не дают здесь, а здесь нет возможности. Ресурсы, они вокруг. Ресурсы, они каждый день у тебя под рукой. Бери и делай сам. Вот и все. Никто же не запрещает. Никто не запрещает, кроме... антидопингового комитета других стран. Нет, но речь идет не об этом, но в целом, когда ты не знаешь, что делать. Я спортсмен, я прихожу и говорю: Егор, я всю жизнь занимался спортом, я больше ничего не умею. Это не так. Это правда не так. Но просто тебя нужно направить, тебе нужно подсказать, помочь, но
они же не идут. Очень многие спортсмены считают, что лучше там впасть в депрессию, лучше закрыться в себе. Очень много случаев и бухающих, очень много случаев употребляющих. Хотя, казалось бы, да, это люди с такой, мне кажется, силой воли вообще. Слушай, это палка о двух концах. То есть у тебя, я знаю, опять же, огромное количество спортсменов, которые удивительно дисциплинированы в спорте, удивительно подкованы в тренировках, во всем, что там касается этой темы, но абсолютные там бытовые инвалиды. И это факт. И это удивляет, потому что ты начинаешь разговаривать на какие-то там повседневные, жизненные, обычные темы, а человек не вывозит. Вот тебе пример. Ну, можно, да, еще продолжить там про игры будущего. Это не стоит рассматривать как что-то удивительное. Это один из моментов, который тебе говорит о том, что, блин, это реально, делайте. Леш, я говорю, самый простой... Мне кажется, это как раз-таки удивительно. Мне кажется, можно подобрать очень... Слушай, не знаю, для меня нет... В этом нет такого критерия. Для меня это просто классно, что сделали. Делайте дальше. Делайте еще. Ресурсы, Леш. Да. Не, я понимаю. Я про то, что как бы в целом сделали, и отклик со стороны других стран очень крутой. Да, чуть ли не 22 международные делегации, по-моему, 22 я смотрел открытие, когда там Владимир Владимирович закончил свое слово, да, он передал микрофон другим президентам, да. Там на открытии только, наверное, 3 страны изъявили желание провести в следующем году. 20 с чем-то стран сказали, что это очень классная идея. Ежегодно же, да, планируют проводить? Ну, вроде да. Но опять же, здесь формат, он в целом не новый. Он не новый, потому что, ну, вообще там киберспорт имеет особенность там уже много лет. Ну да. Какие-то вот такие соревнования проводить. Но здесь, мне кажется, масштаб. Но вот, здесь вот этот вот масштаб и, наверное, стал какой-то вот такой изюминкой, которую все и подхватили. Why not? Я за. Я в этом плане вообще считаю, что чем больше делаешь, тем лучше. Очень много разговоров. Пустых разговоров. Разговоров вокруг, да около. Делайте. Не надо говорить, мы построим дорогу, откроем ее в октябре, 10 октября, потом 31 октября, потом 10 ноября. Да чего пристали с этой дорогой? Открывайте! Все, вот. Вы даете какие-то установки, делайте. Поэтому все вот эти тайминги, все вот эти вот истории надо просто делать. Я считаю, что это лучший вариант, нежели разговор. Ну вот смотри, давайте делать, да? А вообще, существуют ли сейчас какие-то программы, там, может быть, государственного масштаба, да, федерального масштаба по поддержке спорта, по развитию спорта? Что это за программы? Есть ли они вообще? Ну, на самом деле, для меня это не самая интересная тема. Вот именно там поддержка спорта или еще что-то, потому что я считаю, что это все тоже выглядит немножко, знаешь, каким-то таким устаревшим. История заключается в том, что все вот эти вот программы поддержки, они все выглядят как 10 лет назад, так и сейчас. То есть если мы там проговорили с тобой про игры будущего, это классная инициатива, которая вот была поддержана. Вот тебе пример. То есть вы придумали что-то новое, это выстрелило, давайте еще. А программы поддержки, ну вот у нас недавно были зимние там мастарты, лыжи и прочее, где вроде попробовали новый формат, вроде соревновались все наши топовые лыжники, но, естественно, там был Большунов, который выиграл все. То есть он там 19-20 гонок подряд, он выигрывает, ну, потому что Большунов — это уровень, ну вот как бы, это уровень. И с ним действительно очень тяжело соревноваться. Он красавчик, что он заработал там все деньги, все призовые были его. Это как в синхронном плавании, да? Это как в синхронном плавании, только в синхронном плавании это на уровне международном, то есть они и там все забирают, понимаешь? Но Большунов, в принципе, такой же. Сколько он там медалей привез с последней зимней Олимпиады? 5, по-моему, медалей он привез. Ну, то есть, и здесь речь идет о том, что, конечно, нужно еще что-то. То есть, ну, вот, допустим, я лыжник. И я понимаю, что, ну, вот Большунов, он все время будет первый. Мне нужно что-то еще.
какие-то отдельные лыжи. Придумайте мне, чтобы я тоже мог в них участвовать. Ну, тяжело. Не, ну слушай, почему ты это говоришь, что вот он будет всегда первым? Ну, это, мне кажется, как не совсем корректно. Ну, слушай, опять же, все в твоих руках. Возвращаемся. То, что Это ты всё я можешь. тебе про программы, Да. что вот вы сделали одну какую-то историю, Мгм. и вот в ней Большунов остается на первом месте. Нет, для Большунова это очень классно. Вообще молодец. Но можно что-то еще. Тем более, когда, наши спортсмены сейчас ограничены в поездках куда-то. Они ограничены там в количестве соревнований. Придумывайте для них еще что-то. Ну, то есть у нас есть Олимпийский комитет, у нас есть Паралимпийский комитет. Блин, садитесь и работайте над этим вопросом. Садитесь и работайте над вопросом, почему там в США у них есть вот эта ВАДА, почему у нас не работают с допинговой историей, почему там нашего спортсмена обличили в допинге, там, Валиеву, например. Валиева вот такая. И мы смотрим на каких-нибудь там американских спортсменов, которые выходят вот просто... И как бы допинг? Какой допинг? Спина, шо и экватор. Что это такое? Но при этом у нее нет допинга, и никто ничего не доказывает, а у нас выходит вот эта Валиева, которая там чуть ли не кокаин она там употребляет, понимаешь? 32 у нее нашли там препараты, которые были запрещены. Ну, то есть, вы что, угораете? Не, ну это... Ну, то есть, здесь... Я абсурда. причем говорю не в защиту Валиевой, а в защиту того, что... Здравого смысла. Работайте, ребята! У вас есть куча вопросов. Чем вы занимаетесь? Ну, то есть, мне действительно хочется, чтобы что-то менялось. А у нас из года в год, у нас там... вот у нас прошли Сочинские игры. Дальше 2018 год у нас уже зимние. Мы уже там без флага, без всего. Токио у нас... без флага, без всего. Ну, как-то вопросы эти надо решать. Почему? Я понимаю, что они, наверное, решаются, но как-то 10 лет прошло. Как-то затянулось все. Наши гимнасты не едут в Париж. Они отказываются. Дина, Арина, Аверины закончили карьеру гимнасток. Ну, то есть, вот, это же есть побочные эффекты от того, что, наверное, не доделываются до конца определенные вопросы. Слушай, ну а вот в плане, опять же, если поддержки спорта, открываются ли какие-то спортивные комплексы, школы? Ну, они открываются в основном спортсменами. Ну вот я в последнее время слышу... Неужели государство ничего не делает? Да нет, делают, конечно, но это, наверное, как-то... у нас там поддержка. Обновили Лужники, там вот этот ЗИЛ прекрасный, плавательный комплекс. Вот мы сейчас говорим про Москву, конечно. Москва — это... Ну, естественно. Да. Лёш, очень такая история, но, конечно, про Россию хотелось бы тоже в целом поговорить. Нет, наверное, где-то что-то открывается, повторюсь, мне этот вопрос не столько, наверное, интересен, потому что я не вижу чего-то уникального. Ну, то есть мне уже 2024 год, я все время возвращаюсь к этой истории. Никто не вернется в 2007 год. Никто не вернется туда. Ну, просто к тому, что вот игры будущего, это был один из таких интересных звоночков о том, что что-то происходит. И давайте делать что-то подобное, чтобы это было вот на таком уровне. Почему, если открывается какой-то стадион за границей, мы там утрируем, даже футбольный, почему об этом знает весь мир? Потому что это преподносят так, что там устраивают какое-нибудь шоу, да, возьмем этот Супербол, где выступает там Риhanna, Бейонс и прочие. Они это преподают так, что это смотрят все. Это, я говорю, вся эта история про спорт вне политики. И в целом про спорт — это и маркетинг. 100%. Вы же можете в этом тоже зарабатывать. И спецов у нас много, я уверен, Огромное которые могут количество, это делать. Огромное количество. И люди развиваются, люди работают, люди растут, но просто как будто вот чего-то не хватает. Ну, а давай вот попробуем ответить на вопрос, а чем вообще занимаются олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр? Давай попробуем ответить на этот вопрос. Давай. Вот чем они занимаются? Действительно, многие спортсмены ушли там в тренерство. Многие спортсмены пытаются открывать там свои школы, да, вот как мы в самом начале начали об этом говорить. Кто-то уезжает в другую страну.
там, принимает гражданство другой страны и выступает. выступает. Я на это смотрю достаточно скептически, никого не осуждая, никого там не гнобя, потому что когда ты знаешь действительно, как ты говоришь, эту кухню изнутри, ты понимаешь, что есть спортсмены, которые в прямом смысле слова не знают жизнь без спорта. И когда ты 2 года сидишь и не можешь ничего делать, это очень сильно давит на психику. Есть замечательный пример, там Маша Посейки, моя любимая, которая была приглашена в Китай. Была приглашена в Китай тренером. Тренером сборной. Тренером сборной Китая, да. И человек попробовал себя в этом амплуа, ей понравилось, это был классный опыт. Но она там не покидала Россию, да, как на Матч ТВ там показывали в передаче «Есть тема», что вот Посека бросила Россию и рванула в Китай. Ну, то есть это опять же... А вот здесь у нас маркетинг работает. Вот опять так же, да, у нас сплетни — это самое... Ну, кто не любит сплетни, это самое классное. Но Маша ездила туда исключительно для того, чтобы потренировать, чтобы действительно заработать денег, потому что... Плюс новый опыт, да? Конечно. Сейчас она там уехала в Дубай, ее также пригласили. То есть она уже вернулась из Китая, там контракт закончился, ей предложили другой контракт в Дубае. И она не покидает свою родину, она ее не бросает, она едет работать. И то есть она завершила там карьеру спортсмена, да, как гимнастки. И сейчас она работает как тренер. Это классный опыт, у нее получается, ее приглашают. И это один из тех примеров, когда... Вот у спортсмена получается. Просто я знаю Машу лично, знаю ее давно и знаю ее достаточно хорошо. И с Машей это вот один из тех примеров, когда ну вот она хочет и пробует. Ей это в кайф. Да, почему бы и нет. Есть другие спортсмены, которые сдаются. Есть другие спортсмены, которые, опять же, возвращаясь там, к нашим синхронисткам, там Алла Шишкина. Это не тот спортсмен, который, знаешь, когда людям раздавали мозги, спортсмены были на тренировках. Это не тот пример. То есть вот она исключительно пробивная. То есть она не только там 3-кратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира. Вы вообще вдумайтесь в эти слова. Страшно. То есть у нее есть своя школа плавания, у нее есть классный канал на Ютубе, который называется «Без воды». Если что. Замечательный. То есть еще и вот эта игра слов без воды. Ну, то есть есть примеры. У нас есть примеры. Никита Нагорный, который помимо там своего успешного выступления в Токио и победы на Олимпийских играх, золотой медали, да, у него также есть классный YouTube-канал. Ну, то есть человек показывает, что вот он пример. Делайте. В общем, это просто единичные случаи, к конечно, сожалению. Да? Конечно. Хотелось бы, чтобы это именно приобрело массовый такой Естественно, формат. Лёш, повторюсь, любой человек, абсолютно любой, способен на все. Просто для этого нужно делать. Слушай, Егор, а в мире вообще спорта что в последнее время такого триггерного происходит? Может быть, какие-то, там, я не знаю, конфликты, поводы? Слушай, да в мире спорта на самом деле происходит всегда что-то. То есть вот вроде кто-то говорит, я там не разбираюсь в спорте или я не смотрю, но при этом действительно происходит очень много событий. И начиная там от твоего любимого футбола. Я все время попадаю на какие-то спортивные подкасты, шоу или еще где люди не любят футбол. Ну, я не то, что не люблю, я просто к нему равнодушен. Я могу посмотреть чемпионат мира, чемпионат Европы, да, но вот так вот сидеть и за какой-то там, за ЦСКА, за Спартак, за Динамо, за кого-то болеть, блин, вообще не понимаю. Точно так же я и к хоккею отношусь. Вот чемпионат мира обожаю смотреть, когда наши выступают. Но вот за какую-то команду там... Опять же, маркетинговая история, потому что нету... Почему футбол в целом самый популярный вид спорта? Почему? Это к тебе вопрос. Ко мне вопрос? Ну, наверное, потому что бабки огромные вкидывают. Ну, конечно. Продвижение. Они и вкидываются, и забираются обратно. Да, то есть та же Саудовская Аравия, которая вкладывает сейчас. И еще такой момент, касаемо, опять же, футбола, это же как бы тоже некий такой, знаешь, элемент управления толпой. Ну, по сути. Ну, конечно, собираются люди, выплескивают эмоции, поорали, весь этот негатив, весь этот гнев.
вышли, все, хорошо. Слушай, ну в какой-то степени и да, и нет, просто, опять же, говоря там о триггерах и каких-то сложных конфликтных историях в спорте, да очень много чего происходит. Ну, то есть ты можешь открыть, и каждый день в мире спорта что-то происходит. Идут баталии, споры между, там, опять же, Криштиану Роналду, который играет в Саудовской Аравии сейчас, да, казалось бы, Саудовская Аравия. Пару лет назад никто об этом не знал. О том, что в Саудовской Аравии есть футбол, а сейчас там играют 70% самых известных игроков в мире там, 3-летней давности. Ну, то есть начиная там от Криштиану Роналду, да, и заканчивая всеми, кого они понапокупали. Бензема, Канте и так далее. Я понимаю, что для тебя эти имена могут ничего не говорить. Этих я слышал. Ну вот, и МЛС. Английская лига, американская лига, тоже, которые как бы узнали за счет перехода туда Дэвида Бекхэма, который перешел в Лос-Анджелес Galaxy много лет назад, и Бекхэм начал ее развивать. И действительно, люди сейчас стали смотреть и следить за командами там Интер Майами, в которой играет Месси, Суарес. Нам Бускетс. тоже, это разговор о том, что нам тоже надо кого-то купить. Ну, так у нас же был футбольный клуб Анжи, в котором играл Роберто Карлос. То есть это вот Анжи, это была та же история, как Саудовская Аравия. То есть мы попробовали, но мы, видишь, не довели до конца. Видимо, денег все-таки поменьше, чем в Саудовской Аравии. Не хватило. Опять же, те же скандалы вокруг постоянных историй, связанных с олимпийцами и паралимпийцами, да, в преддверии тех же Олимпийских игр в Париже. Скандалы, связанные с допингами, скандалы, связанные с какими-то там бойцами постоянными. Саша Емельяненко маячит все время с какими-то очень странными историями. Что еще? Ну, конечно, все триггерные темы. Триггерные, обожаю это слово. Все триггерные темы связаны в основном с тем, что больше маркетинготизировано. Шахмат. Ну, потому что чем больше новостей, чем больше денег, тем больше, естественно, каких-то историй, связанных с... Ну, они в массы просто уходят, да, там. Если мы говорим про теннис, да, выступления наших теннисистов, если мы говорим там про футбол, да, то есть, естественно, это будут какие-то более значимые матчи, да, сейчас идет там Лига чемпионов. Вот, поэтому чем ближе там будет Олимпиада, тем, естественно, будет больше новостей про Олимпиаду. Вот, а так в целом, повторюсь, ты открываешь новости, и каждый день что-то да происходит в мире спорта. То есть у нас есть политика, у нас есть спорт, что там, медицина, ну то есть темы, которые обсуждаются ежедневно. И говорить о том, что действительно спорт вне политики, это скорее не вопрос или утверждение, а это скорее всего какой-то, знаешь, такой обратный факт. Егор, давай подведем с тобой тему спорта в России. Вообще, твои прогнозы, что нас ждет? Ставки на спорт. В прямом смысле слова. То чувство, когда ставки на спорт. Здесь, ну, на самом деле, говорить о том, что нас ждет в спортивном плане, ну, супер сложно. Хорошо. Давай так, чего бы ты хотел? Что бы ты хотел увидеть? Ну, скажем так, в ближайшие, ну, там, лет 5-10. Слушай, да давайте идти от простого. Конечно, мне хочется, чтобы наши спортсмены вернулись под национальные гимны и национальные флаги. Это такая, знаешь, первостепенная история. И это не про патриотизм в целом, а это про какое-то там равноправие между спортсменами. Ну, то есть, почему спортсмен является в данном контексте какой-то фигурой политического давления? Ну, то есть, вот он, вопрос, спорт вне политики. Вот так спортсмены должны всегда выходить на равных условиях. То есть, для меня это вообще, ну, то есть, здесь не должно быть по-другому. Почему происходит так? То есть, а мне как-то никто и не отвечает на этот вопрос. И вот они... мои пожелания. То есть мне хотелось бы, чтобы было так. Это какая-то первая ступень. Ну и, конечно, мне хочется, чтобы результаты, наверное, росли не только там, да, у олимпийских спортсменов, но и у тех же футболистов в том числе. Потому что они тоже лишены права выступать в Еврокубках, да, на каких-то международных соревнованиях.
Хочется, чтобы этот вопрос просто был закрыт, потому что о нем, к сожалению, все больше споров и разговоров, и они, как правило, ни к чему не приводят, потому что мы уже там много лет сидим взаперти в этом плане. Отлично. Прогноз на ближайшие 5 лет просто хочется, чтобы что-то это начало работать, надо для этого что-то делать. Очевидно, начинать уже сейчас. Главное, чтобы не только хотелось, но и моглось. Это факт. Это база. Пожалуй, с темой спорта подведем черту, да. Я знаю, что у тебя готовится к выходу собственная книга. Так вот, расскажи мне, о чем она? Она готовится к выходу, но пока от разговоров к делу не дошло. Поэтому расскажу вкратце, чтобы не быть пустословом. Сейчас я озвучу название книги. У тебя это впервые на подкасте. Никто его не знает, потому что оно сменилось. И от слов надо переходить к делу, поэтому, чтобы люди знали, что книга выйдет, и что я ей занимаюсь. Книга будет называться «Дороже золота». Это книга интервью, исследований и в целом про психологию, как раз и спортивную, и спортсменов. То есть в этой книге будет 2 части. Одна — это часть основная моя о спортивной психологии, а вторая часть от спортсменов, с которыми будет некий процесс интервью и исследования. Это поиск рецепта настоящего чемпиона. То есть как в условиях стресса, в условиях подавленной мотивации, отсутствия дисциплины находить в себе силы, чтобы становиться олимпийским чемпионом. Это уже как конечная история. Книга для мам, которые хотят отдать своего ребенка в спорт. Это книга для подростков, которые хотят чему-то научиться и найти себя. Это книга для непрофессиональных спортсменов, которые не знают, чем заниматься дальше. Это книга для профессиональных спортсменов, которые словили какой-то затык, если можно так сказать, да, то есть они не могут побороть какую-то планку. Это книга для любого обычного человека, у которого есть проблемы с дисциплиной, который не может себя мотивировать. Это книга в целом для всех. Но процесс написания, он сложен не только потому, что нужно сидеть, писать и думать, о чем ты пишешь, а он еще сложен как раз из-за того, что есть трудности взаимосвязи с многими спортсменами. Вот, а хочется этот Всех процесс... собрать. Да? Всех собрать, хочется довести это до чего-то не супер идеального. Я понимаю, что у каждого спортсмена, каждый, и олимпийский чемпион, каждый международник, что он проходит свою историю. Хочется эту историю описать целиком. И хочется посмотреть на психологию данного спортсмена изнутри. Поэтому это не очень простой процесс, но где наш не пропадал. Все возможно. Согласен? Короче, подведу черту, да, то, что это пособие, как стать олимпийским чемпионом. Не совсем пособие и не совсем олимпийским чемпионом, но в целом, да, это исследование о поиске рецепта вот этого вот чего-то не хватающего, наверное, для того, чтобы брать и делать. Дороже золота. Егор Райс. Ну и что? Теперь перейдем, пожалуй, к самому приятному. Егор, помимо книги, я знаю, что ты также работаешь и над спортивным приложением. Есть. Есть такое, потому что ты один из участников этого процесса. Да ладно. Да, так сложилось обстоятельство. Расскажи. Да, есть спортивное приложение, которое выходит совсем скоро. Дату мы не обозначаем не по причине того, что мы там что-то откладываем или еще переносим. Просто хочется сделать все супер здорово и супер классно, чтобы люди получили на выходе готовый профессиональный продукт, к которому они могут приступить сейчас и сразу. Но до выхода остаются там считанные моменты.
Специально. Хорошо, Ни дни, хорошо. ни часы, ни месяцы, а считанные моменты. Приложение называется Fitfolio. Это не просто спортивное приложение с онлайн-тренировками, а это огромный, уникальный, я считаю, что инновационный продукт, в котором будет от тренировок по фитнесу до психологических консультаций. Такого на рынке нет? Я думаю, что даже, наверное, похожего нет. Нет, огромное количество фитнес-приложений, но здесь будет всеобъемлющая история, в которой ты можешь и заниматься фитнесом онлайн. Ты можешь заниматься фитнесом где удобно, да, то есть ты открываешь, у тебя там видеоуроки, ты проходишь курсы по психологии, по мотивации и дисциплине, у тебя есть курсы по растяжке, у тебя есть трекеры, которые тебе напоминают, что надо выпить водички. Также есть дневник питания, есть учет менструальных циклов, есть биомеханика тела, курс от олимпийской чемпионки Юлии Гавриловой, растяжка, курс от Марии Посейки. В общем, огромное приложение. Мы прорабатываем не только физически свое здоровье, но и ментально. Это фитнес, красота, здоровье, как ментальное, так и физическое. Поэтому, чтобы было все супер хорошо и здорово, мы доводим это дело до чего-то идеального, чтобы и ты потом была идеальной. Так что вот, да, действительно, проект достаточно большой, амбициозный, с огромным количеством планов, вложений и вообще со своей уже такой достаточно богатой историей, потому что делается оно уже достаточно давно, активно, и я думаю, что совсем скоро вы с ним познакомитесь. И в связи со скорым выходом приложения Fitfolio у нас для наших подписчиков есть очень классный подарок. Егор, что за подарок? Есть Расскажи. подарок, конечно, я и без подарка, да вы что. 3 месяца подписки на фитнес, соответственно, на онлайн-фитнес получит тот, кто расскажет самую интересную историю в комментариях, историю о спорте, как спорт непосредственно влиял на вашу жизнь или влияет сейчас. А мы с Алексеем выберем самую интересную историю. Да. И свяжемся с вами. И победитель заберет 3 месяца подписки на фитнес. Победитель заберет все. Друзья, спасибо, что досмотрели наш подкаст до конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых интересных гостей. Звоните в колокол, а также оставляйте свои комментарии. И до скорых встреч.